Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Квартира. Ну что, я здесь вижу есть Спектра, и я вижу есть Тайд. А значит что? Правильно, значит мы попробуем сегодня сыграть на охотниках и перестроиться в нежить. Но есть огромнейшее но, это то, что скорее всего у меня может это не получиться сделать из-за того, что нежить сильно в нюмете. Контрить ее, ну, совершенно легко, вот максимально легко, поэтому, ну, попробуем, почему нет. Я давно не играл на нежити, в принципе, можно сыграть. Только сначала я буду играть через охотников, а потом я уже буду перестраиваться в нежить. Ну, либо же посмотрим, как оно будет идти вообще в целом. Не, ну, в принципе, я не против. Можно со старта из Джаггера начать, я даже заблокирую это. Почему нет? Ну, Джаггер это очень сильная тема, и почему его бы не брать? Ну, я по-любому возьму. Почему нет? Да, конечно, со старта блокировать синергию такой себе, это же не синергия, а ролл. Ну, на самом деле не очень. Я бы не советовал никому блокировать роллы, особенно стартовые, потому что, ну, я думаю, все прекрасно понимают о том, что это все-таки шанс получить какую-то более лучшую фигуру, либо же что-то еще. Но вот я в данном случае принял такое решение, что надо попробовать взять. Почему нет? Вот почему бы нет? Доспех брать, не знаю. Есть сопротивление, не знаю. Броня, в принципе, неплохая со старта будет. Я, наверное, ее возьму, потому что со старта я поставлю, скорее всего, воинов. Но мне бы хотелось, на самом деле, там ману плюс 40, вот такое вот что-то получить. У меня как бы есть уже хп плюс 300. Если, в принципе, сейчас орки придут, то будет очень даже хорошо. Если же нет, то печально, ладно, ну, грустно. Так, нежить я вижу уже здесь собирается у одного человека, поэтому мне, скорее всего, в действительности понадобится сыграть через... ну, вот, как я и сказал, Джаггер пришел. И я очень рад тому, что Джаггер пришел со старта. На самом деле можно будет божественную крутилочку сделать, но я думаю, она так настолько сильно всем приелась. Вот я прямо чувствую, что никто не хочет, чтобы я сейчас собирал божественную крутилочку. Но на самом деле, если она будет идти, я не буду от этого отказываться. Отказываться от божественной крутилочки, это то же самое, что... Я даже не знаю, с чем это сравнить. Короче, если идет крутилочка, то лучше собирать крутилочку. В принципе, через нее поиграть можно. Со старта, не со старта, все равно слишком уж имбалансный Джаггер в этом патче. Слишком. На него не работает куча дебафов, и это самый дикий рофл. То есть, смотрите, взгляд Азеса не работает на Джаггера, Сайленс от орка шамана не работает. В целом, орки сами по себе сильно самодостаточные, поэтому, в принципе, не брать эту синергию со старта и в будущем, это ошибка. Ну, как по мне, это реально лютая ошибка. 2 человека пришло мне. Почему нет? Этого мы возьмем. В принципе, можно было бы еще взять снайпера. Так, охотники здесь уже собираются, вижу. Вот, кстати, охотники неплохо разбирают орков. Я бы даже сказал, без шансов их разбирают. Но в любом случае, я бы мог перестроиться. Спектра — это хороший персонаж. Есть Тайд даже. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Ну, вот, кстати, орки у чувака собрались. Только 2 орка, но ему чуть-чуть не хватает, чтобы сделать 4 орка. Тут прям громулечку не хватает ему. Это уже такое. Он просто взял орков в двоечку, раскрутил половину народа. Шикарно? Я считаю, да. Так, зачем ты мне? Я возьму снайпера. На самом деле бы мне уровня взять. Ну, вы сами видите эту тему, да? Обалдеть. Это неплохо. Я еще бы воинов сейчас поставил, вообще шикарно. Можно было бы сделать рыцарей со старта. Так, тут маги собираются. Нежить с гримтачем уже, обалдеть. Тут гритеры собираются. На самом деле, в последнее время я замечаю столько гритеров в катках. Это просто нечто какое-то. Не знаю, с чем это связано, но гритеров реально стало очень много в катках. Почти в каждой игре находится гритер. Кто знает, ребят, что произошло, напишите в комментариях, потому что я не совсем понимаю, что происходит, почему так много гритеров. И для меня это немножечко аж так... Обалдеть. Удивительно как. Реально слишком много гритеров. Ну ладно, это уже такое. Сейчас главное другое.
Сейчас главное хорошенечко, если что, собраться. Можно было бы на воинах вообще катнуть. Орк пришел. Так, кстати. Тебя мы меняем, тебя мы ставим, тебя мы убираем. Давайте охотников пока уберу. Тут есть намного сильнее, ребята. Вот зачем я, конечно, снайпера скипнул, вот это непонятно немножко. Можно, в принципе, на зверях сыграть. Тут есть, в принципе, зверь этот. Можно, в принципе, через спектру еще сыграть будет. То есть можно реально попробовать будет на зверях катнуть. Ну, только если будет приходить. Сейчас у меня хп плюс 150 есть, это хорошо. У чувака есть 4 орка, это плохо. Для меня плохо. Можно было бы уровень взять, но я уже не брал уровень со старта, поэтому в этом нет никакого смысла. И я буду просто брать и собираться вот так, как есть сейчас. Ну, кстати, Гриттера меня здесь вынесли. Тут в двойку нича. Она сейчас просто выхиляет весь мой урон, к сожалению. Опять отхил пошел. Боже. Сейчас еще раз отхил пойдет, смотрите. Насколько же хорошо ему попрокали щиты, боже. Ну, не щиты, а тюрьмы. Очень хорошо ему прокнули тюрьмы. Если бы мы так сильно тюрьмы не прокнули, было бы намного проще мне. Но у него сильно тюрьмы прокнули. Ну ладно. Даже не тюрьмы, а заточения. Ну, кстати, рыцари идут. В принципе, рыцари могут хорошенечко здесь сыграть. Надо только подумать, ну, хочу ли я реально через рыцарей сыграть, через... Ну, в принципе, можно было бы, но только зачем я легион куда-то скипнул? Или зверей собрать. Ладно, пусть пока не будут. Я сейчас еще возьму, наверное, ЦК. Хотя тут чистый урон собирается, потому что есть кунг-фу. Против кунг-фу рыцари вообще не играть. Не, это слишком мертвая синергия, к сожалению. Я не буду рисковать. Я просто потеряю время. Поэтому я не буду играть через вот рыцари. Рыцари это слишком такая слабенькая синергия. Вот реально слабенькая синергия. Звери. Звери, да. Зверей можно собрать, кстати. Мне сейчас охотники уже не идут, поэтому охотников из расширенного пула я убираю. У меня 21 монетка, я в принципе чувствую себя нормально. Хотя можно было бы, знаете, через троллей и луну сыграть. Хотя не буду. Не буду. Сыграю вот, как я уже планировал заранее. Скорее всего, это будут звери. Тут собирается нежить, соответственно, мне нужно собирать зверей. Желательно через синергию Кира. Тут собирается бог-пещерник. Для меня это не очень хорошо, он еще и Джаггера себе собрал. Обидно. Обидно. Можно было бы, в принципе, воина собрать. Ну, кстати, я давно на воинах не играл. Просто, чтобы играть на воинах, мне нужен хускар, как минимум. То есть, мне нужны будут предметы на броню хорошие. И сыграть через 9 воинов именно полных. Не через... Хотя можно было бы через... Хотя реально можно было бы попробовать через... На воинах сыграть через волшебников. Я думаю, это тоже было бы прикольно. Я давно не играл на воинах через волшебников. И это может быть очень даже хорошо для меня. Ну, давайте так. Пойдет гримтач, от этого я уже... Этого берем мы персонажа, и этого мы улучшаем персонажа. Шикарно. Пока что все шикарно. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Всех кучнее немножечко сделаю, чтобы Джаггер мог массово, если что, бить всех. Хотя, может, поменять местами немножко. У Джаггера немножко... Хотя у него больше всего брони. Этот еще агро закинет свой. Ну, в принципе, пусть так оно и будет пока что. Но, в принципе, у меня сейчас такой неплохой стол. Единственное, чтобы я хотел лучше 4 орка. Звери здесь уже собираются у челика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж такое сделать? Ну, в принципе, воины. И на воинах я давно не играл. На воинах я очень давно не играл. В принципе, я смогу сыграть на воинах через волшебников. При этом добавить... Ну ладно, охотников я сейчас уберу, зверей. И, наверное, я все-таки попробую через воинов сыграть. Хотя здесь орк-бог будет. И он просто моих воинов просто раскрутит по максимуму, как говорится. Так, вот, кстати, я и наныл немножечко. Наныл немножечко. Так. У меня 4 орка есть. Сейчас сделаю апгрейд. 4 орка, наверное, со старта я не буду ставить сейчас. У меня слишком много двоек хороших. Ледяной доспех, турельный щит, клятва. В принципе, ледяной доспех неплохой предмет, но он мне не нужен. То есть мне нужны немножечко другие предметы. О, отличный предмет. Вот это шикарно. Ну, в принципе, давайте подумаем хорошо. Если сейчас придет ко мне Doom,
то я 100%, наверное, буду собираться через воинов. Так, плюс 3 монетки получил. Нежить я забрал. Стрик у него забрал. Отлично. Просто если он будет собираться сейчас через нежить, и не факт, что я смогу его перебить. То есть гоблином я бы 100% был уверен, что я его просто вынесу и испепелю. Но вот конкретно через воинов я не совсем уверен. И чтобы сыграть на воинах, мне как минимум понадобится... Ну, в принципе, тренд да. Хотя можно было бы инчу. Нежить раз, нежить два. Но тут, смотрите, ребят, тут две нежити, и мне в идеале просто собрать сейчас шаманов. Просто обычных дефолтных шаманов. Взять, вынести этих нежитей. Вообще без шансов. Как мы видим, ну нежить тут реально, их много. Тут целых две нежити, причем такие, один сильнее другого. Ну, в принципе... Не знаю пока. Короче, я пока не знаю. У меня немножко замешательство есть, что я хочу собрать. Так, Джайр, давай ты крутиться сначала начнем. Ой-ой-ой-ой-ой, как же плохо все сработано было. Тренд. Просто я думаю, нежить я смогу перебить воинами. Вот у меня есть такое впечатление, что я смогу его перебить воинами. Но только если мне придет там кераса, плита. Вот что-то такое. Тогда да, я без шансов смогу его выносить. Либо же просто полноценно сыграть на... Или сыграть так, или реально попробовать по-другому. Боги-орки это заезженная тема, ее видели абсолютно все, но если она будет приходить, то скипать ее не стоит. Вообще не стоит скипать. Вот, ребят, знаете вот как я играю? Я играю следующим образом. Я смотрю то, что мне идет, и от этого я отталкиваюсь. Только от этого. Я не пытаюсь там собрать какое-то что-то новое, там что-то изобрести или что-то еще такое подобное. Я просто играю от того, что мне приходит. Ладно, я Трента куплю, если что, продам его потом. Вот. И я играю тупо от того, что идет. Вот идут мне, допустим, вот такие вот ребята, значит их я и собираю. Если не идут, то, соответственно, я их не собираю. Ну, как бы логично. 9 воинов через... Просто смотрите, здесь есть один ведьмак. Против ведьмака мне будет очень трудно, но мне, в принципе, нужно будет перестроиться просто. Просто взять и перестроиться в другой билд немного. Нежить одна, нежить вторая. Куча физического урона здесь я вижу. Единственное, что я вижу одного челика, который играет через орков, и мне его как-то будет нужно контрить. И это проблема. Плюс здесь еще как бы рыжий лис. Ну, в принципе, звери хорошо контрят воина, но только если есть предметы. Но если этих предметов нету, то звери не смогут его законтрить. Воина. Ну ладно, пока неплохо. И вот, короче, я таки играю. Я отталкиваюсь от того, что мне идет с самого старта. Идут такие персонажи, значит, таких персонажей я собираю. Не идут такие персонажи, значит, я их не собираю. Ну, как бы логично тут. Логика максимальная. И я сейчас вот так вот сделаю. Я все-таки поставлю лучше плюс 400 хп сверху. Ну, кстати, есть возможность, что я могу поставить этого гоблина, и он может попробовать принести мне одну монетку. Ну, есть такой вариант. Можно даже попробовать. Тренд еще один есть. Ну, в принципе, я смогу перестроиться вдруг. Чего там так, так. Я больше опасаюсь того, что здесь будет бог-орк. Вот бога-орка мне будет очень тяжело забирать, если я буду на воинах играть. Если он просто находит один предмет на отхил, то все, я бога-орка никак не забираю. Ну, в принципе, можно было бы попробовать через 9 воинов и богов. То есть, если мне парочку предметов третьего тира выпадет, я смогу сыграть через орков плюс... Точнее, воинов плюс богов. Ну, 2 бога минимум будет. Там есть один бог, плюс и волшебника поставлю, плюс одного заменю. И если предмет упадет, то, в принципе, будет 9 воинов и 4 бога. Ну и Джаггера, естественно, мы будем керри, грубо говоря. Хотя на самом деле здесь есть намного сильнее билды. То есть тут так же самое есть Хускар. Ну, не знаю пока что. Пока что я в замешательстве, что я хочу собирать.
Монетку заобузил с этого персонажа, теперь ты лишний. Ну, вот, кстати, божественный отпечаток пришел. Можно было бы сейчас реально собрать богов сверху. Есть еще зимние объятия. Минусов просто много. Если соберется ведьмак, а он, скорее всего, соберется, он будет меня выносить без шансов. Ладно. Ладно. Сыграем через воинов. Воинов плюс. Сыграем воинов плюс боги. Попробуем. Ну, кстати, меня вынесли. Без шансов, к сожалению. Там взято Зесса у него есть или что? Я сейчас не понял. Чего он мне так замедлял атаку? Да, у него взято Зесса есть. А я-то думаю, что у меня так скорость замедлилась? Так, бог есть. Так, отлично. Бога мы возьмем. Волш. Тогда тренд мне не нужен. Вот если так подумать, то тренд мне не нужен. Я, в принципе, сейчас могу богов немножко уже поставить. И чувствовать себя замечательно. Я очень опасаюсь мертвеца. Мертвец будет очень жестким. Надо найти еще воина бога. И реально попробовать через 9 богов сыграть. Точнее, каких 9 богов? 9 воина плюс боги. Будет прикольно. И Джаггера как крутилочку сделать. Ну и Дума там сверху поставить. Тут фулл-гоблины собрались, и сейчас я не смог его вынести. Чисто из-за этого. Минус 12 получил. Ну ладно, пока еще терпимо. Пока еще терпим. Ну, орки прям идут, ребята. Ну, прям орки идут. Я пока богов-орков поставлю. Но без обид, как бы без ничего, но орки-боги идут. Слишком сильно идут. Я даже мышкой сейчас начал продавать. Обычно я все время кнопочками продаю, а тут я мышкой начал продавать. Минус только в том, что здесь реально есть ведьмак. Вот ведьмак всю малину мне портит. Так, агр сработал, отлично. Мне бы какой-то отхил. Вот сейчас меня вынесу. Обидно. Кого-то... Обидно немножко. Короче, мертвец здесь есть. Мертвец опасен. Для меня он очень опасен. Знаете, я, по-моему, могу 6 орков. О! Так я сейчас буду нереально жирный. Это отлично. У меня сейчас нереально много будет плотности. Я смогу немножко от этого отыграть. А потом я могу перестроиться, в принципе, в 9 воинов плюс богов. Так, здесь собрался еще зверь. У него 51 монетка плюс... Короче, там жесткий такой чел. Очень жесткий. Блин, без отхила... Смотрите, как происходит. Вот если бы я сейчас маску 5-го тира нашел, хотя бы 3-го тира что-нибудь на отхил нашел, я бы эту нежить просто бы, ну, испепелил бы на изичок. Просто бы на изичок. Слишком сильные боги-орки. Слишком сильные. Они слишком самодостаточные, поэтому они такие сильные. Если бы они не были настолько самодостаточны, они бы не были настолько сильны. Вот просто поймите. Тут, во-первых, у них шаманы, боги. У них столько много всего у этих богов. Орков. То есть, смотрите. У них есть шаманы 4 штуки, либо же 2. Либо же вы можете поставить вообще горн. То есть, вы можете сделать боги, орки, горн. Либо же боги, орки, шаманы. То есть, это та мета, которая, вот, наверное, даже хуже была, чем предыдущая. Тут слишком самодостаточная синергия. И она стала настолько сильной чисто из-за того, что разработчики сделали тему с тем, что боги работают со всеми синергиями. Вот
Из-за этого они стали оверсильные. Да, они там решили их подрезать, там чуть-чуть убрать им множитель хп, но, ребят, это проблему не решает. Слишком сильные фигуры. Этот воскрешает, есть автохекс, массовый сайленс и так далее, и так далее, и так далее. Слишком много бафов на эту синергию. Слишком много бафов. Вкратце вы можете еще и 9 воинов поставить. Вот вообще без угрызения совести ставите 9 воинов, чувствуете себя прекрасно. Но вот сейчас смотрите, какое у меня улучшение. Мне сейчас Джаггер может прийти спокойно в троечку. Приходит Джаггер в троечку, приходит мне сейчас предмет бусы, а мне приходит взгляд Азеса. Ну, кстати, мне там еще предмет выпал, который не взгляд Азеса, а еще там сильный предмет один. Плита. Я бы мог плиту поставить. Тем самым я бы просто в идеале контрил мертвеца одного, второго, контрил бы зверя, контрил бы Киру, контрил бы спокойно Гритера. То есть я мог собрать плиту, поставить богов, и у меня было бы 9 воинов плюс боги. О, кстати, мертвец собрался. Вот из-за того, что сейчас фуловый мертвец собрался, у меня будет проблема. Проблема у меня будет чисто из-за того, что я могу не вывести всю ту толпу, которую он будет суммонить против меня. Да, он вышел там из инкама, все такое. Но у меня нету столько брони против него, и в принципе ничего такого нету против него. Ну, посмотрим. Пока посмотрим. Я бы в принципе мог поставить немножко другую сценарию. Кстати, гоблинов я сейчас буду контрить вообще налегке из-за того, что у меня есть взгляд Азеса. То есть я весь реген их сейчас буду резать. Очень сильно. Они не смогут ничего сделать с этим. И вот просто посмотрите, щит Абаддона почти вечный. Это, кстати, очень... А, у него буса, я-то думаю, что так много он накидывает. Вот, просто буст 3-го тира. Падают мне на Джаггера, все. GG. Ну, кстати, мейн керри я сейчас задушил. И все. Плюс Джаггер вечно неуязвим. Что против взгляда Азеса, что просто. Жестко? Очень. Надо что-то с мертвецом просто делать. Ну, кстати, бог пришел. А еще, кстати, можно перестроиться в крайнем случае в жрецов. Если все очень плохо, просто перестраиваемся в жрецов и чувствуем себя комфортно. Я бы мог яйцо сейчас в этого жреца закинуть. Зачем? Я, наверное, просто выйду из уровня, точнее, из инкама и поставлю вот так. Правильно? Правильно. Смотрите, если все очень плохо, я просто ставлю жрецов. Все. Перестроился в жрецов, вынес чувака. Изи, изи. Да и можно шаманов поставить с горном. Вообще вот так будет. Так реально можно поставить шаманов с горнами и чувствовать себя прелестно. И вот просто смотрите, у меня сейчас воины стоят, у меня 28 армора, у меня полная неуязвимость к магиям. Да, к тюрьме нету неуязвимости, но тем не менее... А, как? А, тут охотник просто. Я-то думаю, каким образом он меня сейчас так немножко нерфит. Ну, кстати, сейчас хорошенько у него щиты прокнули, он меня вынес за счет этого. Ну, ничего страшного. Я, в принципе, потерплю. Я, в принципе, потерплю, не переживай. Я могу и перестроиться и так, и так. На самом деле, я могу сейчас взять не 9-й. Точнее, 10-й могу не брать. Сейчас могу просто апать свою синергию. Максимально. Максимально причем. Ну да. В принципе, у меня есть 3 бога, мне этого достаточно. Мне даже 4-й бог не особо нужен. Он мне сейчас тупо стоит из-за того, что он дает мне баф... Точнее, вот этот жрец у меня сейчас стоит. Чисто из-за того, что я, возможно, перестроюсь в жрецов. Если все очень плохо будет, я просто перестраиваюсь в жрецов и чувствую себя максимально комфортно. А на самом деле, мне маска 5-го тира придет, все, я буду выносить здесь всех и вся. Меня никто не сможет вынести, скорее всего. Просто маска 5-го тира. Оп, плюс шаман. Сильно. Еще не дай бог, чтобы мне пришло сейчас усиление в виде горна. Либо что-то еще такого. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще и лон-друид пришел. На самом деле я бы мог его взять и поставить просто так для усиления своего стола. 2 мертвеца. Ставить 9 воинов. И вынести его на изи. На самом деле не особо хочется, у меня просто есть Джаггер огромный.
Я бы мог просто через Джаггера выносить сейчас все и вся. С комфортом. А потом поставить шаманов сверху. Даже не нужно мне перестраиваться в другую синергию. Он мне, конечно, срежет там 50% хп, но это слезы будут. Особенно если мне придет маска 5-го тира. Он мне ничего не сделает. Да, я, наверное, так и сделаю. Я поставлю, наверное, все-таки... Не, я буду собирать жрецов на всякий случай. Вот на всякий случай придется собрать жрецов. Просто на всякий случай. Тайт. Не, ну тайт это тайт. Тайт это надо. Тайт это контроль. Сейчас посмотрим, как оно будет. 2 мертвеца. Поэтому я, наверное, горн возьму. На самом деле, мне бы уровня взять. Мне нужен орк, который суммонер. В принципе, боже, просто вдумайтесь, насколько боги-орки имбалансная синергия. Вы можете собрать с богами-орками шаманов, горн, чернокнижников. То есть мне выпал сейчас предмет 3-го тира. Вот этот. Божественный отпечаток. У меня вариаций и развязывание рук огромное становится. Это просто, ну, не вписывается ни в какие рамки. Плюс вот этот вот суммонер. Он же сейчас кабанов-то суммонит миллион. И все, у него КД 3,6 секунды. А кабанчики, извини меня, 125 урона дают, и 1000 хп у него есть. Это сильно. Ну просто сейчас маска 5-го тира падает. И я выношу здесь все сборки. Вот Горн пришел еще. Это все, надо брать уровень. И выставлять синергию. Посох жертвы. Идеально. Либо зимнее объятие. На самом деле я хочу, наверное, зимнее объятие взять. Хотя и посох жертвы имба предмет. Просто этот даст мне предмет сразу и броню. То, что мне не хватает. И ну и сразу будет закастывать свой предмет. Кастить свой предмет, точнее. Пожертвую я маной немножко. У меня есть, в принципе, зимний объект. О! То, о чем я говорил. Смотрите, что сейчас будет происходить. Да, если бы мне сейчас посох жертвы еще упал. А у меня и так есть как бы много чего. Просто сейчас падает еще посох жертвы. То GG. Даже не посох жертвы. Радик. Алое сердце. И все. И это будет конечное для моего противника. Мертвец, конечно, меня может еще вынести. У него, если он будет фискери сильный, то мне нужна будет Кираса по-любому. Ну вот просто видели, зимние объятия сработали, у меня сразу фулмана. Плюс максимальное замедление скорости атаки. Там просто, ну, люто. Мало ли того, что взято Зесса дает 50% замедления атаки, так еще и зимние объятия дают 50% замедления атаки. Это жесть. Это невообразимо сильно. Вот еще и взято Зесса мне упал, спасибо. Дум есть. Мог бы перестроиться, конечно, в 9 воинов. Без шанса вынести мертвеца одного-второго. 9 воинов все-таки мертвеца законтрит вообще в легкую. Там он минус армор собирает еще. На всякий случай Дума возьму. Хотя зачем? Не нужно. Реально не нужно. Я буду собирать шаманов. Перестроить, если что, в жрецов. Да, и все. А чё париться? Приходит мне сейчас орк. Вот этот. Приходит мне орк. Ну, короче, орк шторм-шаман. Раз. Шаман который. И орк пятерочка легендарка приходит. Я заменяю 2 своих орков. Ставлю их, ставлю шаманов сверху. Горн могу поставить еще, чтобы вот окончательно не чувствовать против себя там мертвецов, которые будут просто долбить этот горн вечно. Ой-ой-ой, там нежить сработала. Еще и зверь. А, нет, ну все. Ну все. То, о чем я говорил. Все, все. Вот просто посмотрите. Ни один дебаф сейчас работать не будет на Джаггера, кроме вот этой вот тюрьмы. Работает только, по сути, вот эта тюрьма. Все остальные дебафы не работают на Джаггера. То есть, на него не работает Хекс, на него не работает ничего. Только вот эта вот тюрьма. Все. Ну и, соответственно, окаменение медузы. В остальном не работает. Это, ну, это сломанная синергия, как по мне. Сломанная из-за того, что она самодостаточная слишком. Не была бы она настолько самодостаточной, она не была бы настолько сильной. У меня сейчас 10 уровень будет уже на 29 раунде. Это неплохо. Можно было бы и лучше. Сейчас просто приходит мне хан. Я ставлю горн. Вся нежить будет долбить. Ну,
вся нежить, которая будет в радиусе атаки Горна, они все будут долбить этот Горн. И все. И это абсурд. Так же самое я смогу просто взять и О, Ведьмак Бог. Интересная синергия вот этого парня. Нежить, ведьмаки. У него нету спектры, но он собрал ведьмаков. Он, наверное, тебя хочет скипнуть. Не то, что я думаю, по крайней мере. Маны, видите, сейчас нету как такого. Но был бы мне Радик, мне вообще было бы все равно. Я бы с Радиком там вообще спокойно регенил ману. Ну вот посох жертвы упал, спасибо. Берем, скипаем. Ну, кстати, неплохо сейчас мне так выносит. То у него керри, что он мне так выносит. Ну, просто вот, вот, вот. Тут Радик просто есть у чувака. А у меня сейчас будет очень много магического урона, потому что... У меня сейчас будет очень много магического урона. На самом деле, этот предмет я могу передать кому угодно. Вот, допустим, тебе. А себе взять ману плюс 40, чтобы точно, наверняка, со старта кастить. Со старта кастить. Ой, 2 Хускара пришло. Тайт еще пришел. Обалдеть. Сильные персонажи мне приходят. На самом деле, лучше, наверное, 2 Тайда. Мне кажется, 2 Тайда будет посильнее. У меня еще Сумон есть. А, вот, кстати, Хускар есть. Ну, это плохо, что Хускар есть у противника. У меня аж губа пересохла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, пошло. Просто смотрите, что происходит. Не, ну стан Тайда, конечно, сильная тема. Но, кстати, меня может эта бабка вынести в легкую. А, мне урона может не хватить сейчас по Скару. У него же все-таки там неуязвимость к магии становится. Хотя Хускар мне ничего не сносит своими этими... Как мне это называется? Забыл. Хускар мне не сносит ни одной единицы урона своими вот этими вот копьями. Копья же бьют магическим уроном, и все. Хды. Хды. И вот так вот. Ой, вот так вот. Все, делаем 4 себе сейчас. Это прекрасно. Да, я даже могу скипнуть. Сейчас приходит мне Радик, я вообще буду выносить в легкую. Единственная проблема это вот этот Хускар в двойку. У него магический деф раз, у него там... Ну, у него куча всего. Поэтому мне нужно против Хускара по-любому Радик. Ну и в принципе я могу на сумонах сыграть. В принципе Тайда могу скипнуть. Да, я скипну. И, как я уже говорил ранее, я буду, скорее всего, собирать жрецов на всякий случай. Почему нет? Это хорошая тема будет. Алое сердце сейчас упадет, вообще будет шикарно. Если не алое сердце упадет, то какой-то другой предмет. Вдвойне шикарно будет. Сейчас, если Горн придет, еще шикарней будет. Спектра пришла, кстати. Ну, спектру можно взять, пусть будет. Закерить вдруг чего можно будет. О, хрустальный топор. Судебный жезл возьму. Вместо колечка вот этого возьму судебный жезл. Вот эти предметы, в принципе, я мог бы скипнуть, кстати. Ману плюс 40 есть. А вот этот вот талисман можно вот так вот сделать. Бессмертие, кстати. Я возьму бессмертие. Хороший предмет. Предмет хорош, бесспорно. Вот, все. На всякий случай собираем спектру. Просто, ну, хотя у меня фулл магический урон, поэтому не особо есть в этом какой-либо смысл. Ну, кстати, огромная нежить. Огромнейшая нежить, я бы сказал бы. Мне нужен по-любому будет хан. Даже я спектру сейчас продам. Мне нужен хан. Без хана будет очень тяжело мне играть. Ну, сейчас у меня этот орк может столько насумонить народу, боже. Если его не вынесут, он насумонит триллион народа, и я просто ваншотать здесь буду всех.
Да, все. Минус. Остались с нежитью 1 на 1. Жизнь или смерть. Кстати, жалко, что мне не пришел этот, как его там называется. Рефрешер. Было бы очень круто. Хана не хватает. Насколько же сильно не хватает Хана? Просто кабанчики бьют, и я бью. Хорошо, что он меня не уничтожает своими копьями. Единственное, что я ему не наношу никакой урон. Вот это вот единственный огромный минус. Он меня этим самым может вынести. Еще ничья. Ну ладно. А где Хан? Хан будет сегодня? Нет? И мне бы хотелось, чтобы Хан пришел. Так, с нежитью 1 на 1. Хорошо. 6 монет стоит, и у меня 6 монет вундеркинд стоит. Просто беру, перестраиваюсь, и все. А, кстати, зачем мне ты? Просто беру, перестраиваюсь, и все. Кстати, не особо мне-то и приходят орки, если вы заметили. У меня нету двух хороших моих подопечных, так сказать. Кстати, о птичках. Можно так же сделать. Ой-ой-ой, стан сработал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, плохо все. Видели, насколько мне сейчас Тракса снесла очень быстро? С Горном такого бы не произошло. А, все. Я уничтожил самую главную проблему. Но я на всякий случай все равно буду собирать жрецов. Был бы хан, такого бы не произошло. Нужен просто хан. А хана мы не увидим, судя по всему. Ну, вдруг чего реально? Я просто меняю жрецов. И все. И я, кстати, сейчас немножко расстановку поменяю, потому что я все время в стане простоял. Все это время я простоял в стане. Я сейчас просто направо скипну. Вот таким вот образом. Сюда. Ой, все, и скорость атаки сейчас порезал. Да. Смотрите, что сейчас будет происходить. Если он, конечно, меня не вынесет быстрее. А, не, все, я начал Траксу бить. Все, пока-пока. Пока-пока. Хотя, на самом деле, ей парочку хороших предметов она меня будет выносить, скорее всего. Благо, у меня есть шаманы, которые не позволяют ей со мной ничего делать. В плане не позволяет, что... Как-то... Сейчас, секунду. Надо расстановочку поменять немного. Короче, из-за того, что у меня есть шаманы, у меня шаманы перевоплощаются. И тем самым, нежить, когда убивает моих шаманов, ничего не происходит. Вот огромный плюс. У меня, кстати, еще магического урона, так неплохо. Надо сейчас следить, куда он будет Траксу перекидывать. У него Тракса в тройку, он ее зачем-то близко ставит, не пойму зачем. Ой-ой-ой, не успел. Пока болтал, заговорился и не успел сделать то, что хотел. Ну, кстати, стан, все, он мне за контроль можешь забрать. Может, но не факт. Может, но не факт. Хотя нет, факт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мог. Ну ничего страшного, я на тебя готовлю уже работу. Я готовлю. Жалко, что, конечно, ко мне не приходит то, что я хочу. Нету Горна. Он бы все это время просто бил бы Горн. И все. Ну и Радик, естественно. Был бы Радик, хотя Радик не особо бы мне помог, наверное, против него. Радик бы, наверное, все-таки не особо мне против него помог. Но, в принципе, я же говорю, я против него уже готовлю заготовочку, с которой я смогу вынести его вообще без шансов. Это просто поставить жрецов. Тем самым я буду брать под контроль вот эту вот фигуру. И все. Я буду забирать у него его. Кстати, тут же дух пятерка есть, обалдеть. Я вообще за него забыл.
Надо попробовать сейчас. Так, разрывная винтовка выпала. Мне еще шаманы такие падают странные. Я вообще забыл за духа пятерку, потому что он тут есть. Ладно, этого шамана мы скипнем. Горн приходит. Цепочка, кстати. Кстати, цепочка. Кстати, о цепочке. Радик. Щит отражения. Хороший предмет. Беру. Не, за это слишком имбовая шмотка, чтобы ее скипать, поэтому я возьму тебе вот так вот сделаю, чтобы смог ты сразу натворить своих дел. А чё ты... Чё? У него больше всего атаки. Почему ты бьешь не того? Ну, кстати, огромный рофл, то, что мне до сих пор еще не пришел хан. Вот просто не приходит хан, и у меня проблема из-за этого. Просто нет хана. Обалдеть. Мне приходит... О, дух, кстати. Духа мы оставим. Он нужен. Сейчас паролем. Попробуем найти все-таки хана. Вот, спасибо, кстати, пришел орк, которого я давным-давно хотел. Правда, он немножко поздновато пришел. Так что, может и хан сейчас нас навестит? Кстати, надо поменять, наверное, местами немножко. Орк насумонил. У меня уже жрец готов один. Сейчас просто если лютые проблемы будут, я по-любому буду брать их. Ставить жрецов. Хотя проблем не будет. Пока-пока. Ну вот просто насколько эта синергия самодостаточна, ребят. Вот насколько. Такую синергию легко законтрить какими-то убийцами-ведьмаками, убийцами. Но, как мы видим, нежить не справляется с этой темой. Слишком самодостаточная синергия. Это при том, что мне вот этот варлок пришел очень поздно. Я уже молчу о том, что усиление шаманов очень поздно пришло. Я уже молчу о том, что мне за все время не пришел хан. То есть, с 8 уровня мне не пришел хан. Я бы поставил вот этой вот всей синергии, еще синергию горна. Просто Тракса бы в это время впилась бы в этот горн, и все. И все. Короче, что думаете вы, напишите в комментариях, но я считаю, это слишком сломанная синергия, и больше здесь добавить просто нечего. Слишком самодостаточная синергия, в ней есть абсолютно все. Баф шаманов, жир, урон, суммоны, перестройка. Идеально, комфортно все. Если бы просто боги, как раньше, не работали на раце, то было бы все хорошо, было бы балансно. Не был бы настолько сильный Джаггер, которого не работает взгляд Азеса, сразу говорю. То есть на него не работает взгляд Азеса, который... когда он в крутилке, на него взгляд Азеса не работает. Это тупо. Раньше, когда был предмет второго тира, зелененький такой меч, кто его помнит, на 70% хп реген резал, он работал. Сейчас же взгляд Азеса не работает на Джаггера. И вы только получаете маску 5-го тира, взгляд Азеса, все, вы боги этой игры, по сути. Два предмета, которые вам нужны, чтобы вот просто чувствовать себя комфортно. Вас никто не перебьет, отхил вам не порежет и все такое. Единственное, то, о чем я говорю, что перестроиться с богов орков намного проще. То есть выход в жрецов есть, да, вот у вас есть один жрец, вот этот, вот. Собрали бога жреца второй. То есть вы видели, я делал заготовку жрецов. Если бы было все очень плохо, я бы выставил 5 жрецов, которые у меня есть. Забрал бы у него пол стола и все. Он бы проиграл. Он бы убивал сам себя, и все. Я бы забрал по-любому у него Траксу, по-любому еще бы забрал кого-то. То есть, было бы очень жестко для него. Ну. Короче, добавить мне больше здесь нечего. Что думаете, вы пишите в комментариях. А так, ребята, мой вам всем совет. Идет, берите, собирайте, играйте. Всем спасибо за просмотр. Если ролик понравился, не забудьте оставить свой лайк и комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на телеграм-канал закреплена в комментариях. Там я пишу по обновлениям игры или веду свой личный блог, а также пишу, когда происходят стримы. Всем удачи!